Всем привет! Меня зовут Лена. Я изучаю тему здоровья волос очень давно. Сама восстановила густоту волос и отрастила здоровую длину. Подписываясь на мой канал, вы попадаете в школу здоровых и красивых волос. Здесь я постоянно разбираю разные темы, которые волнуют многих девушек. В этом видео мы поговорим о густоте волос, насколько сильно влияет генетика, можно ли увеличить количество волос, как измерить густоту волос, каким образом шампуни и другие средства увеличивают густоту, какие есть методы увеличения количества и толщины волос. Также я являюсь автором курса «Восстановление густоты волос и уход за длиной», который доступен для приобретения на моем личном сайте. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Всем привет! Сегодня хочу поговорить о восстановлении густоты, как отрастить густые волосы. Мое фото до и после вызывает очень много комментариев на разных форумах, где его публикуют, и также в моем блоге Instagram. Очень много пишут восторженных отзывов, но встречаются и такие. Она нарастила волосы, на фото до у нее и так были густые волосы, она просто отрастила челку и все. И самый популярный – густота – это генетика. И она просто у меня хорошая. Я ничего не делала, они просто сами по себе у меня отросли такие густые, крепкие, здоровые и длинные. Генетика играет большую роль. И редкие, тонкие от природы волосы невозможно сделать супер густыми. Но увеличить густоту возможно до той, которая была заложена природой. Другой вопрос, возможно, вы просто сами еще не подозреваете, что ваши волосы могут быть гуще, чем сейчас при правильном подходе. Может, вы просто растеряли густоту из-за своих каких-то неправильных действий или из-за каких-то нарушений в работе организма. Если ранее у вас волосы были гуще, чем сейчас, то вы можете восстановить свою густоту волос. Большинство из нас теряет ее по многим причинам. Волосы истончаются, ломаются, плохо растут. Есть также такая причина потери густоты, как спящие фолликулы. Это когда в силу каких-то факторов они либо засыпают, либо плохо развиваются. Это приводит к тому, что волосы начинают неактивно расти или даже выпадать, из-за чего в итоге общая масса волос заметно редеет. И многие даже не подозревают, что их волосы могут быть гуще, чем сейчас при правильном подходе. Есть такой момент. Людям свойственно обесценивать чужие успехи, списывая все на генетику. Мол, у нее просто хорошие данные от природы, и она ничего для этого не делает. Это такой способ оправдания себя, своей лени или просто возвышения себя за счет принижения достоинств других. Вы сначала попробуйте всевозможные способы. И что касается того, что мои волосы нарощенные. К моему удивлению, я очень часто получаю комментарии, что я нарастила волосы. И сейчас я развею сомнения у тех, у кого закрадываются подобные мысли. Существуют разные техники наращивания волос, но вся густота моих волос настоящая. Все волосы густо растут от корней. Поэтому всем, кто писал мне, что мои волосы 100% нарощенные, я хочу сказать, что не стоит обесценивать усилия других людей, а попробуйте сначала увеличить густоту своих волос, перепробовав всевозможные способы, методы и средства. Конечно, не все смогут отрастить такие волосы, как у меня, но сделать свои волосы гуще, чем сейчас, может каждая. Так вот, если ранее волосы у вас были гуще, чем сейчас, а со временем стали поредевшими, непривлекательными, то вернуть густоту возможно. Как определить густоту волос? Чаще всего для этого берут обычную резинку для волос, собирают волосы в хвост и замеряют диаметр. Если получившееся значение составляет менее 5 см, это редкие волосы. От 5 до 10 см это средняя или нормальная густота, и свыше 10 см это густые волосы.
Но для меня важнее не эти показатели, а именно визуальная составляющая. Думаю, каждый из нас на взгляд сможет определить, насколько густые волосы, особенно по толщине косы. Я вот еще определяю у других по ширине пробора. Чаще всего обращаю внимание у девушек именно на пробор, насколько густо растут волосы. И если пробор достаточно широкий, то это уже свидетельствует о каких-то проблемах с волосами. На густоту влияют такие факторы, как неправильное питание, что приводит к разным дефицитам витаминов, минералов, и вследствие этого недостаточное питание фолликул и истончение волос, ну и также выпадение. Стрессы, заболевания кожи головы, жесткие диеты, из-за них организм недополучает ценные вещества, особенно монодиеты очень вредны для волос, и если вы садитесь на какую-то жесткую диету, то будьте готовы к сильному выпадению месяца через 2-3. Этот вот период как раз связан с фазами цикла роста волос. Волосы не сразу начинают выпадать, а через какое-то время. Ну и также неправильный уход за волосами, злоупотребление феном, утюжком и плойкой. Повреждается поверхность волос, и они истончаются и обламываются. Очень важно, чтобы волосы не секлись и не обламывались подлиннее. Из-за этого теряется густота очень заметно. Здесь важно также правильно подобрать расческу и правильно расчесывать волосы. Делать легкие прически без затягивания волос. И помните, очень важно правильно ухаживать за волосами, если вы хотите иметь здоровые и густые волосы. Использовать в своем уходе бальзамы, кондиционеры, маски, несмываемые средства на постоянной основе. Несмываемые средства защищают волосы от повреждения, обволакивая их. Так как же увеличить густоту волос? Если вы хотите, чтобы волос в обхвате стало больше, то можете попробовать. Первое – увеличить количество волос. Второе – увеличить толщину волос. И третье – увеличить и количество, и толщину волос. Тогда результат будет более заметен. Перед тем, как увеличить число волос, важно учесть следующие факторы. То, сколько их на голове у человека, напрямую зависит от количества фолликулов. Этот показатель задан генетически, и на него никак невозможно повлиять. Однако в реальности часть фолликулов спит. И если разбудить их, то можно увеличить количество волос. На густоту прядей влияет продолжительность также еще жизни волос. В норме стадия роста волос длится 5-7 лет, а затем за ней следует переходный этап из стадии роста в стадию покоя, продолжительность которого составляет где-то дней 20. И далее наступает стадия покоя, когда волос не растет, она длится где-то месяца 3-4. Так вот, при нарушениях кровообращения или каких-то других нарушениях в организме сокращается этап роста и, наоборот, увеличивается продолжительность состояния покоя. И чтобы увеличить густоту прядей, нужно как раз нормализовать данный процесс. Очень хорошо воздействует на волосяные фолликулы самомассаж головы. Его можно делать кончиками пальцев. Он очень хорошо улучшает подкожное кровообращение, и в результате чего фолликулы пробуждаются ото сна, так как начинают получать большое количество питательных веществ. Также в процессе восстановления густоты волос мне помог такой прибор, как Дарсонваль. Основу методики дарсонвализации составляет импульс тока, который, воздействуя на кожу и волосяные луковицы, активизирует работу фолликулов, ускоряет рост волос. Ткани получают большое количество питательных веществ. В результате этого улучшается обмен веществ и запускается процесс регенерации. После курса лечения волосы действительно быстрее отрастают и становятся гуще за счет новых волос. Очень хорошо активизирует рост волос пилинг и скраб для кожи головы. Усиливается кровообращение в глубоких слоях эпидермиса. Активизируются спящие волосяные луковицы, и в результате чего происходит рост
новых волос, за счет которых увеличивается густота. После применения пилинга или скраба для увеличения густоты волос, а сейчас просто для укрепления и питания, я использую еще активаторы, стимуляторы роста волос. Это разные лосьоны, сыворотки и тоники. Увеличение густоты за счет средств для волос, шампуней, масок и бальзамов. Каким образом они увеличивают густоту волос? Что касается шампуней, для густоты и объема я бы не советовала их использовать. Во-первых, шампунь – это средство для очищения кожи, и шампунь для густоты волос чаще всего это тот шампунь, который создает объем. А объем этот достигается путем химического воздействия на волосы. В результате плотно прилегающие до этого чешуйки начинают топорщиться, что создает впечатление, будто стержни по толщине больше, чем есть на самом деле. Но вы должны понимать, что происходит нарушение целостности верхнего слоя стержня, что в дальнейшем приводит к его повреждению. Чешуйки волос необходимо наоборот приглаживать, а шампуни для увеличения объема волос приподнимают чешуйки. Из-за этого волос становится похожим на раскрытую шишку, вместо того, чтобы быть гладким. И поднятие чешуек делает волосы слабыми, и со временем они начинают ломаться. Также в современные шампуни производители добавляют силиконы, которые задерживаются на уровне кутикулы и немного утолщают волосы. Но не забывайте, что это только косметический эффект, и если будет много в составе шампуня силиконов, то может появиться перхоть, и вообще использование таких шампуней не очень хорошо для кожи головы, я не советую. Лучше делать акцент на использовании масок, которые обладают реконструирующим действием, заполняют пустоты, поврежденные участки волоса, и тем самым выравнивают поверхность его, утолщая. И акцент делать нужно на применении бальзамов и несмываемых средств, в составе которых есть вещества, которые создают вокруг стержня утолщающую оболочку. Но вы должны понимать, что этот эффект длится до следующего мытья волос. Эти средства дают мгновенный эффект, но не восстанавливают волосы. Поэтому необходимо делать больше акцент именно на здоровье волос. Сделать волосы гуще можно и с помощью хны. Она обволакивает волос на уровне кутикулы. Благодаря этому эффект густоты становится заметен после первого применения. Но данный способ увеличения объема волос подходит девушкам, которые собираются краситься хной длительное время. Хна раскрывает чешуйки волос и забивает их собой, утолщая волосы. Исходя из личного опыта, хочу сказать, что от регулярного использования хны на протяжении многих лет я действительно заметила, что волосы становятся толще и лучше растут. Но это средство подходит не всем девушкам. У окрашивания хной есть и недостатки. Я рекомендую вам посмотреть мое подробное видео на канале «Плюсы и минусы использования хны для волос». Сделать волосы густыми помогут и маски из эфирных и растительных масел. Масла вообще полезны как для корней, так и для всей длины волос. Обязательно правильно питайтесь, ведь волосы – это ткань, а для построения здоровой ткани необходимо качественное и сбалансированное сырье. Важно создать сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров, растительной пищи и минимальным количеством пустых углеводов. Полезно употреблять злаки, кисломолочные продукты, рыбу, морепродукты, зелень, овощи, фрукты и орехи. И помните, здоровый образ жизни положительно сказывается на здоровье волос. Чтобы сделать волосы густыми, понадобится терпение и много времени, и обязательно нужна системность. Самые действенные и рабочие средства я указала в своем авторском курсе «Восстановление густоты волос и уход за длиной». Это полное руководство по уходу за волосами с полным перечнем всех средств для волос, которые я считаю самыми лучшими. С полным содержанием курса вы можете ознакомиться на моем личном сайте, а также там его приобрести. Здоровых и красивых волос всем!